Привет, друзья! Я расскажу вам историю одного маленького уголка на нашей планете. Одного из бесконечного множества прекрасных мест, которые, без сомнения, стоит посетить. О его зарождении, расцвете и забвении. Так же, как и все в нашей жизни. Высоко на склонах Дубрашки, на западе горного массива Родопи, в 23 километрах от города Гоце-Делчев и 17 километрах к северу от деревни Гурмен, на высоте 1020 метров над уровнем моря расположена одна из национальных архитектурных легенд – деревня Ковачевица. Построена в суровых условиях высокогорья и мягкого средиземноморского климата с влиянием гор, простирающейся вдоль реки Канина, врезаясь в крутые горные склоны, Ковачевица поражает воображение своим удивительным архитектурным великолепием. Редкая каменистая местность была завоевана каждым домом с настоящим подвигом на протяжении многих поколений. С тех пор, как появились первые поселенцы, был создан уникальный тип компактного жилищного строительства, будь то ансамблевые групповые дома, называемые братскими, или частные рядные. Тесное пространство среди этих домов заполнено узкими крутыми переулками с необычной планировкой и оригинальной каменной мостовой. Общий архитектурный стиль, который можно определить как Ренессанс, настолько уникален, что не имеет аналога в мировой архитектуре. Общественным признанием оригинальности и подлинности архитектуры и с целью его сохранения в качестве уникального бесценного исторического комплекса было принято решение об объявлении деревни Ковачевицкий историко-архитектурный заповедник. Историческое прошлое Ковачевицы было многогранным, и его глубину, отмеченную чрезвычайно ценными археологическими находками, можно было искать еще в каменно-медном веке, и даже как предположительно центр древней цивилизации. Некоторые из наиболее ценных национальных находок конца IV и начала III века до нашей эры, такие как знаменитый бронзовый шлем и бронзовая кольчуга фракийского типа, были найдены к северу от Ковачевицы в месте святого Константина в открытом древнем некрополе. Фундамент средневековой церкви был обнаружен к востоку от деревни в Старой Цуркве. Следы древней дороги рядом с деревней, которая должна была соединить Никополис и Неструм с Филиппополисом, ныне Пловдив, расположили его в центре интенсивного культурного и коммерческого взаимодействия в античности, предопределяя его богатое историческое прошлое. К сожалению, нет определенных источников по исторической хронологии создания и развития деревни в древние времена. Более точные сообщения датируются Средневековьем и были связаны с трагическим периодом Болгарии под властью Османской империи. В период своего создания Ковачевица имела не только богатую историческую подоплеку, но и щедрую природу, богатые природные ресурсы основных строительных материалов – камень и дерево, что давало стимулы для строительства прочных и устойчивых строений, которые прослужили долгие годы. Все детали архитектуры, начиная с фундаментов и заканчивая крышей, покрытой знаменитой ковачевицкой черепицей тикли, были созданы с чувством умеренности и солидности из самого доступного материала в этих краях – камня. Теплота и уют были достигнуты благодаря роскошной первоклассной древесине из отборных сортов сосны, бука и дуба, растущих в непосредственной близости. Первыми поселенцами в Ковачевице, согласно историческим местным воспоминаниям, были беженцы царства Тырного, побежденные турками в 1393 году, к которым присоединились иммигранты из Кастурской области. Они поселились в нескольких деревнях, разбросанных на большом расстоянии. Еще одна значительная волна иммигрантов была связана с эксцессами турецких властей в период насильственного обращения в ислам болгарского населения. После пожара в деревне Рыбного выжившие поселились в верхней части нынешней Ковачевицы, вокруг источника воды, теперь являющегося большим фонтаном, называемый Цыганчица. Многочисленные другие факторы способствовали быстрому расширению деревни, такие как обилие питьевой воды, более 15 источников и 12 фонтанов, мягкий климат, обширные пастбища, богатая природа, полная лечебных трав и фруктов, земляника, малина, ежевика, шиповник, фундук, клюква, дикий майоран, веточки бузины и многое-многое другое. Лесные поля, луга и сады с яблонями, сливами, вишней, грушей и грецкими орехами, которые также существуют и сегодня,
сделали землю привлекательной для новых поселенцев, ищущих безопасность от нападения грабителей в низинах. В конце XVIII века в Ковачевицу хлынула новая волна эмиграции болгар из Западной Македонии. Тогда и была заселена нижняя западная часть деревни. Новые переселенцы ввели новые элементы в народные обычаи. Их опыт в строительстве, несомненно, влиял на архитектурный облик деревни. Их уверенность в том, что они являются опытными каменщиками, архитекторами-самоучками и строителями, оказала благотворное влияние на общий духовный характер, подняв дух других поселенцев, большинство из которых преимущественно были земледельцами и животноводами. Компактно заселенная христианами с выраженными и защищенными болгарскими традициями, Ковачевица выжила в течение всего периода османского владычества в Болгарии, являясь сильной крепостью болгарства в юго-восточной части гор Родопи. Западно-македонские поселенцы оказывали наиболее значительное влияние на ренессансные аспекты архитектуры Ковачевицы. Изысканная элегантность, соразмерность и долговременная красота были подкреплены их коллективными усилиями и наследственным талантом, их логикой и рациональным использованием скудного строительного пространства, а также их творческим и свободолюбивым мышлением. Профессия каменщик превратилась в исконное занятие для многих поколений рабочих, что было связано со строительством великолепных домов, гостиниц и церквей по всей Болгарии и далеко за ее пределами. Наряду со следами тяжелых усилий, кладка как профессия использовалась для обеспечения прекрасной уверенности, опыта, удовлетворения и новых знаний, приобретенных в ходе общения с многочисленными и разными людьми. Работа каменщика была сезонной, начиная с Дня Святого Георгия, начало мая, и заканчивая Днем Святого Димитра, конец октября. Как это было принято, тоска по родным и близким славилась во многих народных песнях. Не случайно, что традиции и профессиональные секреты, передаваемые из поколения в поколение, формировали несколько поколений талантливых строителей, происходящих именно из Ковачевицы, поскольку впоследствии они приобрели репутацию мастеров оригинальной ковачевицкой кладки. Архитектурно-строительная школа Ковачевицы, как и оригинальные художественные и резные школы, была уникальным феноменом эпохи Возрождения. Наследственная преемственность и постоянное профессиональное совершенство заложили основы его популярности. Количество опытных мастеров-каменщиков было огромным. Согласно зарегистрированным данным, ремесленники из Ковачевицы построили более 70 объектов по всей стране. Архитектурный рассказ о камне и дереве, которым мы восхищаемся и в наше время, был создан умелыми руками великих ковачевицких строителей, каменщиков-гениев, самоучек. Долгосрочные следы строительного апогея тех одаренных людей можно наблюдать и сегодня. Создание первой профессиональной деревенской ассоциации каменщиков в регионе Пирин было еще одним важным фактом. Объединившись в профессиональную лигу, мастера-строители из Ковачевицы расширили сферу своей популярности и навязали стиль ковачевицкой архитектурно-строительной школы по всей Болгарии. Сообщество Ковачевица было наполнено общественным духом прямо с основания деревни. Сильное чувство семейной принадлежности, которое заставляло рабочих возвращаться каждую зиму из дальних стран, и христианская вера передавались как наиболее важные семейные ценности от отца к сыну. После Балканской войны мирный послевоенный период ознаменовался постепенной деградацией типичной занятости – каменной кладки. Обработка почвы, животноводство и лесная промышленность стали основным занятием бывших семей строителей, которые уже владели большими лесными территориями. Огромная территория сельскохозяйственных и лесных угодий поглощала усилия жителей как основное занятие. Многочисленные семьи земледельцев основали в 1920 году сельскохозяйственное экономическое объединение «Братство», уже со своими типичными традициями. Позже были основаны кооперативные предприятия по производству лесоматериалов и современная кооперативная лесопилка. Эта производственная структура, которую создали жители Ковачевицы, обеспечила их рабочими местами на всей производственной линии, начиная от лесорубов и заканчивая экспертами по деревообработке. Медленная и в то же время необратимая миграция населения из Ковачевицы в городские центры началась в 1946 году. Большие города поблизости привлекли возможностью образования и разнообразия профессий. Отток молодежи опустошил село. С уровня населения в 2000 человек при жилом фонде в 300 домов сократился до 1200 жителей. Ситуация стала еще хуже в последующие десятилетия.
Базар с 7 пабами, несколькими мясными лавками и 20 магазинами исчез, а улицы опустели. Население в настоящее время составляет всего 40 человек, большинство из которых в преклонном возрасте. Вероятно, память об уникальном архитектурном богатстве была бы стерта со временем, если бы в 70-х годах 20 века местной киноиндустрией не произошло повторное открытие этого каменного города. Развитие болгарского Голливуда принесло болгарскому кинематографу неожиданный эстетический потенциал. Аутентичная архитектурная среда, природные красоты Ковачевицы привлекла актеров, сценаристов, операторов и режиссеров. Остается только надеяться, что весь интерес к Ковачевице в последние годы не останется морально-этическим самооправданием, а приведет к возрождению архитектурной легенды региона. Пусть даже в качестве достопримечательности с богатейшей историей и влиянием, но никак не очередная красота и уникальность, созданная предыдущими поколениями, забытая и угасшая в настоящем и будущем.